Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова Сергей Бадюк. И сегодня я с помощью замечательного Александра и Татьяны постараюсь снять третью часть «Страны боксеров». О чем хочется сегодня снять короткое повествование. Это не фильм, это просто такое роуд-муви. Вы проживете со мной один день, и я постараюсь вам рассказать, что можно делать и чего нельзя делать, когда вы приехали заниматься боксом в Таиланд. Уберечь вас от каких-то неприятностей, уберечь вас от травм по возможности своими советами, подсказать те места, где вы можете восстановиться, те места, где вам, возможно, придется оказывать медицинскую помощь. Такое тоже здесь бывает. Поэтому сегодня мой фильм не столько о боксе, мой фильм о том, что сопровождает бокс и как эту поездку сделать приятной, спокойной и безопасной. Сейчас я нахожусь на своем любимом месте на Пхукете, я его называю Мельница или Ветряк, видите, сзади у меня электростанция. Это одна из самых высоких точек здесь, и каждое утро я здесь практикую цигун и формы тайцзи. Я, конечно, не настоящий боксер, потому что все настоящие боксеры с утра бегают, а я сажусь в машину, приезжаю сюда, тренируюсь, практикую. У меня открывается фантастический вид на бухту, поэтому если вы приехали не только за боксом, но еще за чем-то, то есть может вы занимаетесь йогой, может вы занимаетесь тайцзи, то я рекомендую с утра это место, потому что оно замечательно, оно настраивает на хороший лад. Приезжать сюда лучше к 6:30 к 7, пока не набежала куча тайцев, которые занимаются джогингом, потому что они шумят как галки и такие достаточно бесцеремонно рассматривают, что ты делаешь, но при этом они никак не напрягают, очень приветливые люди. Периодически у меня вот за спиной, если вы посмотрите, там далеко, там видно большого Будду. Периодически я езжу практиковать туда. Очень сильное место, и если у вас есть желание и возможность, то обязательно туда съездите. Там же вы можете найти монахов, которые вам помогут провести сеанс медитации. Многим это в первый раз сразу открывает очень много возможностей. Пойдемте дальше. Перед тем, как продолжить рассказывать о боксе, о боксерах, я все-таки заехал в одно из своих самых любимых мест. Вот этот пляж мне напоминает Гоа. Он находится прямо за Мельницей, если спускаться вниз по серпантину. И вот этот кусочек — это не Таиланд. Тут соломенные хижины, тут другие люди, тут совершенно другая атмосфера. Я вам всем рекомендую, если вы попадете на Пхукет, если вы попадете в район Равая и Найхарна, обязательно заехать на этот маленький безымянный пляж, потому что ту атмосферу, которую вы поймаете здесь, вы не поймаете ее нигде. Посмотрите, какая здесь красота вокруг. Сейчас раннее утро, никого нет. Сегодня чудесная погода, только что прошел дождь. И здесь надо побывать. Здесь надо побывать. Я еще раз напоминаю, что если вы приезжаете сюда не только за боксом, может вы практикуете цигун, может вы практикуете йогу. Это то место, где вам надо быть. Потому что здесь очень сильное место. Приезжайте сюда обязательно, отдыхайте, я буду рад вас здесь встретить.
Парни, я сейчас нахожусь на территории буддийского монастыря, который находится прямо за пляжем Найхарм. И очень хотел вам показать вот этих монахов. Монахи в Таиланде это не то, что монахи в России. Здесь можно уйти в монастырь на 2-3 месяца, на 2 недели, в любом возрасте, любому мужчине. Причем, вы не поверите, любого вероисповедания. У нас в зале старший тренер Пот, самый лучший тренер, который есть в Синбе. Сейчас он в монахах. Он обрился, все, ушел в монахи. Ушел на, по-моему, на 2 месяца он ушел. Для того, чтобы подумать о смысле жизни. И ни жена ему дома, никто ему не рассказывали, что это можно делать, это нельзя. Мужчины тут сами принимают решения. И если вас слишком все достало в России, если вы очень устали, приезжайте в Таиланд, занимайтесь боксом, а потом идите и подметайте. Оно так стабилизирует. За спиной озеро Найхарм, и чем оно замечательно, это озеро. Каждый день, вот в 6:30-7 утра, когда я выезжаю, вокруг этого озера бегают, ну, не соврать, десятки людей. Причем совершенно разного возраста. Вот тут бегает и культурист такой огромный, он то бегает, то ездит на велосипеде. Ходит старушка, которая лет 80, она ходит с 2 палочками. Есть дяденька, который по серпантину поднимается. Я его все вот эти 5 лет, которые я провел здесь, я его все 5 лет, он в одно и то же время выходит, у него нет одной ноги. И он ходит. Я к чему вам все это рассказываю? Что Таиланд это не только страна боксеров. Таиланд это страна здоровья. И если вы приехали сюда на неделю, на 10 дней, на 2 недели, это отличное место для того, чтобы начать новую жизнь. Не провести отпуск в обнимку с бутылкой, в обнимку с сигаретами, понимаете? А для того, чтобы начать бегать по утрам, начать делать йогу. Тут есть йога-классы, я покажу, где они есть. Прийти опять же на бокс. Потому что там есть и группы фитнеса, и мы сегодня снимем те группы, которые работают с начинающими. И вы увидите в зале мужчину, которому 60, и женщину, которая не знаю сколько лет, и ко всем находят свой подход, поймите. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы, и когда приезжаете в Таиланд, едьте за здоровьем. Не надо ехать сюда за другим. За здоровьем, за отдыхом, за хорошей едой. А сейчас мы немножечко поснимаем, вот вы увидите, насколько разные люди здесь бегают. Да, кстати, вокруг озера бегает только один кемп, Синби. У каждого кемпа есть свой маршрут. И в 7 утра все выбегают, не в 7 утра, даже в 6:30. Каждый кемп, молодые бойцы, вот эти тайцы, они выбегают, они бегут десятку с утра. Так вот, маршрут ни одного кемпа не пересекается. И постоянно за молодыми ребятами едет тренер на мотоцикле, который их подгоняет немножечко. Вот я пару раз видел, когда тренер не выезжал, то ли он там с вечера устал, то ли еще что-то произошло. Вот эти пацаны, они забегали за угол от кемпа и играли там в футбол, дурачились. А потом, когда я уже возвращаюсь с тренировки, они из-за этого же угла выбегали, мокрые, потные, прибегали в кемп. Ну, дети. Так что за всем нужен контроль и контроль. Давайте, пойдемте дальше. Парни, у меня за спиной пляж Найхарм. Это лучший пляж на Пхукете. И если вы занимаетесь в Синбе, в Лионе, что тут у нас еще рядом, там Найхарм боксинг джим, то есть вы занимаетесь где-то рядом, это отличное место для того, чтобы приехать рано утром, поплавать здесь, побегать. Здесь же рядом продаются фрукты замечательные. На пляже стало очень много людей за последние годы, и старожилы возмущены. Много русских, много всех подряд. На самом деле это касается только вот этих 3 недель, где-то с числа с 15 декабря и по 20 января. Здесь, конечно, очень много людей, и не всем это нравится, но если вы выбираете время, когда приехать, заняться боксом, заняться собой, то я рекомендую время вот после 20 января или до 20 декабря. Потому что людей здесь в разы меньше, атмосфера в разы спокойней, а боксом занимается так серьезнее. Очень хороший пляж, всем рекомендую. Здесь же рядышком я покупаю фрукты, сейчас я вам покажу. Каждое утро они продаются целый день, но с утра они свежие.
То есть, если вы собрались на целый день, вы в холодильничек себе зарядили там арбузик, ананасик, стоят они копейки, и на протяжении дня вы подпитываетесь витаминками настоящими. Пока. Вот, ребят, прямо я вам только что сказал, что прямо рядом с Найхарном всегда продаются самые свежие фрукты. Вот замечательная мама их продает всегда. Да. Вот, вы видите, вот с утра вот просто сюда приходишь. Я обычно беру арбуз, беру пару бананов, авокадо, и мне хватает на целый день. Мне хватает их на целый день, тут же за спиной, если вам необходимо. Массаж на пляже делать не надо, категорически, потому что на пляжах его делают откровенно халтурно, тут же есть пару массажных салонов, но это так, туристическая зона, здесь это делать не надо. Если вам нужно связаться с родиной, здесь есть интернет, прямо рядом, вот, очень удобно, он очень дешевый. Вы просто приходите, берете арбузик, едите, смотрите, сколько сантиметров снега выпало в Москве, и настроение ваше улучшится. Поехали. Сейчас, ребята, у меня за спиной находится один из лучших массажей. Я его однозначно вам рекомендую. Вы запомните, он называется Рангарум массаж. Вообще массаж тут недорогой. И после бокса, если вы особенно работаете по 2 тренировки в день, если вы днем не сделали массаж, то через 4 дня вы склеитесь. Ничего не получится. Я делаю массаж каждый день. Самый дорогой массаж здесь стоит 500 рублей, но это там с какими-то сумасшедшими травами. Такой стоит делать раз в неделю, в выходной день. Восстановительные, там специальные ароматические травы, специальное масло втирают, вы действительно восстанавливаетесь. А так я обычно делаю часовой массаж, общий массаж или тай-массаж. Вот в этом массажном центре его можно делать смело, экстра профессионалы. Я работаю с ними уже 5 лет, вот ни разу не подвели. И я вам покажу сейчас еще 2 массажных центра, куда можно смело идти. Один можно самим ходить, а в один отправлять в Шон, если вы приехали с Шонами, потому что там, вот если туда жену отправил, на день можно про нее забыть, дать ей 1000 рублей и все, и целый день свободен, представляете? Поехали дальше. Ну что, аптека. Наш следующий пункт остановки — это аптека. Я не буду вам повторять, что аптека — это лучший друг спортсмена, потому что спорт, особенно контактный, это постоянные травмы, растяжения. Так что медицинская помощь иногда нужна. Вот эта аптека, на фоне которой я сейчас сижу, она пока закрыта, раннее утро. Ее очень просто найти. Это Фаран аптек. Тут замечательная женщина, хозяйка. Она очень профессиональный провизор. Ее очень просто найти, эту аптеку. Прямо вот у вас за спиной сейчас находится Найхарн Боксинг Клаб. Вот прямо напротив Найхарн Боксинг Клаба вы увидите вот эту аптеку. Зачем нужна аптека? Если, не дай бог, вы упали на мотобайке, то первое место, куда вам надо ехать, госпиталь, достаточно далеко, а упасть можно очень жестко. Можете подъехать к любой аптеке, и вам окажут очень квалифицированную помощь и очень недорого. Если, не дай бог, у вас началась рвота, у вас началось расстройство, а не дай бог у ваших детей, моментально в аптеку, если сильно, то, конечно, в госпиталь, моментально в аптеку, объяснить им, что они все понимают, они дают там 1-2 таблеточки и все проходит. Но здесь отравление здесь развивается не как в России. Тут отравление развивается в течение 30-40 минут. У меня старший сын заболел, у него началась рвота, в машину он садился сам, пока я доехал до госпиталя, его выносили на руках уже без сознания. Это 40 минут. Чтобы вы понимали, то есть здесь это происходит обвально. Постоянно мойте руки. Постоянно мойте руки. Здесь в аптеке продается обеззараживающая жидкость, которую вы возите с собой в машине, просто сели поесть, протерли руки. Здесь чисто, здесь ухожено, здесь можно есть в любой кухне, потому что я это знаю, я живу здесь много лет, но здесь жарко, и поэтому любые болезнетворные бактерии развиваются моментально. Что еще по поводу аптеки? Значит,
Здесь в аптеках продается так называемая боксерская мазь. Покупайте ее лучше здесь, потому что она в 2 раза дешевле, чем боксерская мазь в кемпах. Я беру обычно ящичек, везу друзьям, друзья рады, я счастлив. Чем она отличается от наших отечественных мазей? Они используют здесь такое вещество, называется евгенол. Не знаю по какой причине, то ли оно у нас запрещено по каким-то причинам, то ли еще что-то. Но оно реально заживляет все травмы, причем его использовать, эту мазь, надо перед тренировкой, она разогревает до костей, и после тренировки. И ушибы, растяжения, микротрещины убираются на раз. Так что аптека лучший друг спортсмена, помним это. Качки отдельно. Вы поняли, о чем я вам сказал. Если вам что-то надо, вы приходите в аптеку и объясняете, вам выкладывают вот такой вот каталог. Здесь, к счастью, отличают наркоманов от спортсменов, и за наркотики здесь смертная казнь, что я очень приветствую, поэтому мне в Таиланде очень мирно и спокойно чувствуется, вы знаете. А спортсмены, люди, которые профессионально занимаются спортом, здесь спокойно получают фармподдержку, мало того, им в аптеке порекомендуют, что им делать, и никогда не продадут лишнего, понимаете? Здесь очень много качков со всего мира, я очень много с ними общаюсь. Мы сегодня чуть попозже, ближе к вечеру, мы поедем в лучший качковский зал, здесь, который находится вообще на острове. Вы увидите, какие монстры там занимаются, вам все станет понятно. Итак, запомнили, да? То есть, в любом случае, что бы ни произошло, чем бы вы, вот, не дай бог у вас отравление, не дай бог у вас с детками что-то не так, моментально в аптеку, моментально в госпиталь. И будьте здоровы. Давайте будем двигаться дальше. Сейчас я вам хочу показать места, где можно есть за минимальное количество денег. Очень здорово, очень вкусно, потому что вы приезжаете с разным количеством денег сюда. Кто-то может себе позволить дорогие рестораны, здесь есть такие, как в Москве, а кому-то, кто-то считает каждую копейку. Давайте я вам двинемся дальше, я вам расскажу, каким образом здесь питаться, быть сильным, полным энергии и здоровым, самое главное. Поехали! Боксера, обоим за 60, боксируют, мама не горюй, проводят здесь очень много времени, так что Таиланд страна для всех, для любого возраста, для спорта, да, боксера? Боечку, давай, боечку. Ну что, вы поехали завтракать, а вы едете вместе с нами. Парни, перед тем, как заехать на завтрак, я все-таки не смог проехать мимо Синги. Сейчас идет утренняя тренировка. Я ору так, потому что шум сильный за спиной, чтобы вы все слышали. Утренняя тренировка – это для настоящих спортсменов. То есть по утрам здесь тренируются только те, кто живут в кемпе, и те, кто нашел силы встать в 6:30 утра. Поэтому сейчас мы поснимаем немножечко крупных планов и общих, чтобы вы увидели, какие тут реально очень сильные спортсмены, много выступающих, много ребят из России. Я хожу в группу здоровья в 3 часа дня, мы ее сегодня тоже будем снимать. Тут очень интересные вещи происходят, особенно в последнее время, в этом году. Тут приезжают ребята из России, подходят, видят бадюка, и каждому надо бадюку набить морду. И мне приходится им объяснять, что я уже ветеран, я когда-то дрался, а сейчас я занимаюсь этим просто для здоровья. Ну, некоторые особо упрямые не понимают. Вот. Ну, потом как-то потренируются, походят, мы миримся. И все хорошо. Поэтому, когда вы приезжаете сюда, вы приезжаете заниматься спортом, а не мериться размером бицепса. Вот, к примеру. Поэтому договорились, ребят. Сейчас мы снимем. Это крутая тренировка. Утренняя тренировка самая злая. И если вы хотите проверить свой дух, то встаньте. Я делаю ее раз в неделю, честно. Мне больше не хватает сил. С утра встал, отфигачил эту тренировку, потом качалка, потом еще вечерняя тренировка, потом массаж, и если дожил, пообщался с детьми. Пойдемте в зал, посмотрим, сейчас я попрошу нашего оператора, чтобы он поснимал, чтобы вы увидели весь этот дух. И быстро-быстро завтракать, потому что нас уже заждались старые боксеры. Обратите внимание на мужчинку, который на заднем плане, ему 53 года. Обратите внимание, как хорошо работает каждую утреннюю тренировку здесь. Мне иногда становится стыдно, что я такой лентяй, но я оправдываюсь тем, что я с утра делаю в секунду. Посмотрите, как работает.
Thank you. Итак, еда. Еда для боксера вещь не менее важная, чем тренировка, потому что после 2 тренировок в день, после этих 10-километровых пробежек, 100 ударов, сил не остается ни на что. И встает вопрос, сколько все это здесь стоит. Стоит по-разному, ребят. В Таиланде можно питаться за любые деньги, очень качественно, очень калорийно и очень вкусно. Первые разы, когда я приезжал в Таиланд, для меня это были просто какие-то гастрономические путешествия, потому что я не видел больше таких стран в мире, где в одном месте есть великолепные французские, русские, итальянские рестораны, причем по несколько, тайские, соответственно, и уровень еды запредельный, уровень цен смешной. Вот, ну, как, кому что смешно, конечно, но если у вас там очень ограничен бюджет, то питаться можно примерно за 500 рублей в день, это я вас уверяю. Это рядом с каждым кемпом есть тайская столовая, где едят тайцы, тренера. И 500 рублей это я даже загнул. Еще на 200 рублей вы купите себе фруктов, и вам этого хватит. А сейчас я нахожусь во французской булочной, она прямо рядом за пляжем Найхар, называется Чезнуа, владелец француз. Делают самые вкусные булочки. Я вам сейчас покажу. Вот, это не я погрыз, это уже до меня. Это моя булочка. Да. Это наша булочка. Вот, здесь делают отличные завтраки, и если вы приехали сюда заниматься боксом и хотите найти меня, то с 20 декабря по 20 января каждое утро я сижу здесь и ем свою яичницу, или кашку, или булочку. А так, в принципе, мы сейчас поедем чуть-чуть дальше, я вам покажу еще пару мест, где едят тайцы, можете их смело выбирать. Если у вас не по карману там ходить, вот по ресторанам, по всевозможным кафе, смело можете идти в те места, где едят тайцы, они отличаются кардинально. Я сразу вам покажу, вы сразу поймете, что это тайская столовая. Посмотрите, рядом с кемпом все тайские боксеры едят, как правило, в одном и том же месте. Рядом с каждым кемпом есть своя столовка, где очень дешево, очень вкусно, очень калорийно вас накормят за минимальные деньги. Говорю, 500 рублей в день на еду и еще там 200 рублей на фрукты. Все. Прожить на эти деньги где-то еще, вы знаете, я был в Индии, я был много где по Азии, нет. Потому что здесь можно кушать спокойно. Вот в Индии, например, я заходил сразу на кухню, в ресторан. И здесь во всех ресторанах, где я был, все, что я советую, я всегда первым делом иду на кухню и проверяю. Здесь есть можно везде спокойно, везде вкусно, и вас никогда не траванут. Если у вас отравление, если у вас проблемы с пищеварением, это, скорее всего, вы не помыли руки. Поэтому мойте руки перед едой, граждане, и не мешайте мне завтракать. Пока. Ну ты что ты, ну тут пойду руки помою. Это и будет хозяин. Всеми семью. Ну вот, мы позавтракали, и перед тем, как с вами расстаться до 3 часов дня, я хотел вам показать еще одно место, очень нужное и полезное для всех боксеров. Здесь на Найхарне есть магазин Fight Club. Его владелец ирландец, замечательный парень Оуэн, он сам практикует тайский бокс. Здесь отличная экипировка. И самое главное, что здесь делают лучшие капы, которые я когда-либо вот видел. Я здесь заказал, у меня 3 капа разных. Он делает двусторонние капы. Капа стоит примерно $100, но она того стоит. На здоровье не сэкономишь. Здесь великолепные сумки большие для того, чтобы переносить перчатки, все там шорты. Шорты шьются на заказ любых размеров, с любым именем, с любым флагом. То есть все, что касается экипировки, цены разумные. Просто приезжаете, заказываете. Здесь экипировка Хаябуза продается. Найти его очень просто, Fight Club.
здесь по Main Road едете, если на Майнхард ехать, он всегда с правой стороны. Вот мы сейчас отснимем столбик, вам покажем. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Так что, дорогие боксеры, если вы даже сюда приехали, вы никогда не занимались боксом. Приехали, взяли всю экипировку, вы все здесь покупать я предпочтительней здесь покупать, чем в кемпах. В кемпах не всегда такой большой выбор, понимаете? А здесь выбор побольше, и хозяин, владелец ирландец такой, он юморной, очень хороший парень. Так что закупайтесь экипировочкой и все на бокс. Все на бокс. Ладно, я с вами ненадолго попрощаюсь, мне еще надо поработать на Макиваре полчасика сейчас, полчасика вечером. Мы увидимся в 3 часа дня, мы поедем на тренировку в Синби, я расскажу вам много интересного, вы увидите много русских ребят, которые приехали туда со всей страны, посмотрев первых 2 части страны боксеров. Дальше мы поедем в самую лучшую качалку на Патонге, будет еще очень много интересного, так что досмотрите, пожалуйста, все до конца, я думаю, что я вас не подведу. Давайте, а пока мы тренируемся. Парни, у нас осталось до тренировки немного времени, где-то полчаса, и я решил, чтобы зря его не тратить, сделать вам маленькую экскурсию. Сейчас я еду по дороге, которая от Найхарна ведет к Ката-Бич и Корон-Бич. Это горная дорога, она всегда свободна, на ней нет пробок, не Main Road. И она очень красивая, сейчас я вам покажу 2 места. Если вы приехали с женой и с ребенком сюда, то обязательно свозите ребенка, по крайней мере, к слоникам. Я своих вожу, тут розовые слонята есть, очень радуются дети. Да и самому, честно говоря, там постоять рядом, посмотреть весело. Сейчас я вам покажу, где вот хорошие слоны, потому что слоны бывают разные. Вот, а потом я вам покажу мое любимое место, там самый лучший вид на море, вы сейчас это оцените, называется Viewpoint, ну, смотровая площадка. Там ресторан, в этом ресторане, кстати, есть, не рекомендую категорически, они очень испортились. Кстати, вот слоны, вот и слоны, вот же они. Ну вот, видите, вот тут слоноферм таких достаточно много, вот, смотрите, красавцы, маленьких что-то не вижу тут. Они иногда танцуют под настроение, то есть, когда ты останавливаешься, они видят, что на них смотрят, они начинают танцевать. Один раз я ехал, видел пляшущего слоненка, он полчаса, я просто остановился, он полчаса сам по себе плясал, просто для себя. Видно, настроение было очень хорошее. Ну что, трогаемся дальше. Трогаемся дальше. Так вот, возвращаясь к этому ресторану, там есть не рекомендую, потому что готовят отвратно, качество плохое, цены высокие, ну за счет места они просто берут, наверное, ребята, но единственное, что я вам там рекомендую попробовать, это всем рекомендую попробовать, даже трезвенникам, это местную пиноколаду. Лучше пиноколады я не пил в своей жизни, хотя я не пью, так чтобы вы знали. Поэтому, вот если, особенно если вы поклонник каких-то коктейлей, вот лучше пиноколады я не пил нигде, никогда и, скорее всего, не буду. То есть это место, куда надо поехать с фотоаппаратом на закат и с любимой девушкой, и с пиноколадкой посидеть там. Вот это просто рекомендую всем боксерам. Для боксеров это особенно важно. Вот уши начинает закладывать, поднимаемся в гору. Поднимаемся в гору, сейчас я вам покажу свою любимую слоноферму, там у меня прям любимый слон даже есть. И быстренько доедем до вьюпоинта. Двигаемся, двигаемся, парни. Скоро на тренировку, надо все успеть. Поехали. Мы живем в зоне, опасной для цунами. Вот этот пляж, который сейчас за спиной у нашего оператора, у Саши,
Он был ударом цунами сметен практически, как и Патонг. Тут погибло очень много людей. На каждом пляже сейчас находится такая башня красная с микрофонами огромными и ревуны. Если срабатывает сирена на этой башне, то знаете, что у вас осталось от 5 минут до 30 минут, чтобы покинуть район опасный. Тут везде написано evacuation route, то есть маршрут эвакуации в случае цунами. И если вы рев этот услышали, не дай бог, то бросайте семью детей в машину и быстро на самую верхнюю точку. Если вы один, то уходите на самую верхнюю точку. Тут везде evacuation route, везде указан. Они там в море сейчас установили сейсмодатчики, которые реагируют на любое вот колебание, магнитуду, любую там. И моментально передают, они автоматически включаются. У меня раз дома было короткое замыкание, у меня сработал датчик ночью в доме, где я живу. Признаюсь честно, бросил даже жену. Схватил только детей, бросил их в машину и уехал. Потом сообразил, что произошло. Нервный. Пойдемте покажу вам слоников. Пойдемте со мной. Вот, ребята, раньше, там, 6 лет назад, когда я здесь оказался первый раз, это была единственная слоноферма. Может, потому я к ней так привык. И тут персонал приветливый очень. И слоны очень вышкаленные, вот они стоят, тут небольшое такое сафари по горочке. Каждый раз у нас традиция, когда мы приезжаем, то есть я привожу сюда деток, особенно младшего, и вот он любит слоников. Вот здесь вот этот слоник, про который я рассказывал, который маленький, вот он полчаса плясал себе сам по себе, просто с хорошим настроением. Запомните, называется Котчан Сафари. Правда, здесь очень хорошо, здесь есть кафешка, если вы не катаетесь на слонах, как я, а ждете свою семью, то тут можно посидеть, выпить сок, съесть арбузик. Питаться тоже здесь не надо, готовят рог. Вот, поехали на смотровую площадочку, я вам сейчас покажу, где заказывать пиноколаду перед боксом. Вот, собственно говоря, то, зачем я вас сюда привел. Вот этот вот вид. Это лучшее место, чтобы смотреть на закат. Самое лучшее место это... Ну, оно такое самое какое-то, не знаю. Вот в этом месте весь Пхукет, на самом деле. Жалко, что здесь плохо готовят, потому что если бы готовили лучше, я бы здесь проводил больше времени. Прямо снизу под нами Карон-Бич и Ката-Бич, чуть правее. Карон-Бич знаменит своими песками. У него золотой песок, только белый, не белый, не золотой, а белый песок, очень знаменит. Чистейший пляж и, ну, хорошо. Здесь, правда, очень много туристов, что я не очень люблю, но что поделаешь. Вот, а так я периодически сюда приезжаю. Поснимайте еще. Я ради чистоты эксперимента заказал даже пиноколаду. Придется пить. Все из-за вас. Ой, как здесь хорошо, а? Значит, вот она, это местная пиноколада. Я, правда, парни, взял себе безалкогольную, потому что у меня сейчас тренировка. А если вам позволяет здоровье, и вы после тренировочки, то приедьте, попробуйте ее. Она очень вкусная, например, видите, в кокосе ее подают. Очень так нарядно подают, очень она хорошо сделана. В общем, ладно, мне уже охота ее пить. Чем мне вам болтать? Блаженство. Бокс и пиноколада, что еще нужно? Чтобы спокойно встретить старость. Отлично. Ребят, вот нам повезло, мы ехали обратно, его не было только что. Его вывели, он где-то бедненький там был. Это вот танцующий слоник.
ไม่น่ากลัวช้าง Какие хорошие мы. เซนไม่น่ากลัวเลย Это ему как подавать? Раз. Какой же он смешной. Вот посмотрите, он реально, он танцует не потому, что его заставляет кто-то. Он прям, ты просто едешь, постоянно едешь, он постоянно танцует. Он все ходит. Какой-то опасный таец с рогаткой ходит. Я считаю, что ваши дети должны это увидеть. Если это у нас вызывает такой интерес, посмотрите, ну чудо, правда. Приезжайте в Таиланд заниматься боксом и везите сюда своих детей. Я, кстати, в этом году привез старшего сына, и ему всего 10 лет, и как-то, ну, руки вот не шли. И я в Москве беру тренеров очень хороших, и его держат на лапах, и он, ну вот не шли. И здесь буквально вот за этот месяц произошел просто какой-то прорыв. То есть он начал руками бить так, что просто сажать начал на землю. Вот сверстника он давно сажает. Он начал сажать взрослых ребят по 14, по 15 лет. Пошел бой с тенью, у него начал получаться. Тайцы очень терпеливы, как тренера. Вот они взяли его, где-то у меня не хватает терпения к собственному ребенку. А тайцы, они вот другие, они улыбаются, вот как бы правильно, неправильно. Он его тихо, 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 тихо. И через месяц в Москву уехал совсем другой мальчик. Самое главное, он это увидел, и ему хочется снова сюда приехать, понимаете? Он уже в Москве сейчас учится, он мне позвонил сегодня, говорит: папа, мы же в следующем году едем туда, он горит уже тренировками. Берите сюда своих пацанов и все заниматься боксом. Все, мы на тренировку. Пока, Слоняра. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, Пока. Ну. Up. Прошло немножечко времени, мы сейчас едем на тренировку, и перед тем, как мы доедем туда, по дороге я хотел вам рассказать еще пару очень важных вещей. Самое важное, что вам следует запомнить в Таиланде, что здесь левостороннее движение. Потому что я периодически забываю, выезжаю на встречку, и не я здесь один такой, здесь ездит много фарангов. Поэтому основной принцип езды в Таиланде – это ездить медленно. Это раз. Два. Если вы взяли байк, извините, я перескочил немножечко. Если вам хватает денег, всегда берите машину. Если деньгами вы лимитированы, возьмите байк, но если вы до этого никогда не ездили, попросите одного-двух своих друзей, выберите площадочку побольше, оденьте защиту, шлема и поучитесь на нем ездить, потому что мотобайк, это вот эта табуретка на колесах, это самое опасное средство здесь. И каждый год, к сожалению, погибает там 5-6 русских туристов, то есть они ездят без шлемов. Запомните, я вам как старый байкер скажу, что 90% аварий со смертельным исходом с мотоциклистами — это черепно-мозговые травмы, чтобы вы понимали. Поэтому садиться без шлема может только самоубийца. Периодически здесь идут сильные дожди, поэтому когда дождь, встаньте на своем байке, прилипните попой в каком-нибудь кафе и дождитесь, тут просыхает очень быстро, потому что вот, ну, я в этом году я сам спровоцировал аварию, я резко выехал на перекресток, и местный таец, который ездит на этом байке всю свою жизнь, понимаете, он родился на нем, он оттормозился резко и пошел кубарем, 30 метров он летел, мы его потом еле собрали по частям. Поэтому тут без иллюзий, ребята, чтобы быть здоровым, чтобы ходить на бокс, чтобы заниматься, очень аккуратно ведите себя на дороге. Запомните, если вы попали в аварию, даже если виноват таец, виноваты всегда вы. Поэтому транспортное средство желательно, лучше всегда, проезжай, всегда лучше брать у знакомых. Или хотя бы, чтобы по рекомендации, чтобы вас кто-то привел. Потому что, чтобы вас в случае аварии, в случае какого-то небольшого там ДТП, чтобы вас не начали нагружать на деньги. Просто вот тайцы, они это тоже умеют делать, делают это профессионально, если им это позволяют делать. Я, к примеру, беру машину уже, не только я, все мои друзья через меня, мы берем машину у одной и той же китаянки, уже много лет здесь, мы с ней подружились, и у меня были ДТП здесь несерьезные, то есть в меня врезались, она приезжала сразу, приезжала полиция, они разбираются с полицией сами. Поэтому, если есть возможность, возьмите у знакомых, хотя бы там по рекомендации кемпа, в который вы приехали.
Вот, кстати, мы сейчас подъезжаем к столовке, которую я вам очень хочу показать. Вот здесь питаются все тренера Синби. Это традиционная тайская столовка. Она прям с файтлабом находится. Видите, вот справа от меня файтлаб. А сейчас справа будет эта столовочка. Так. Вот мы подъезжаем. Вот смотрите, вот прям за этим столиком, вот прямо за этими столиками с утра стоят люди. И в обеденный час стоят люди. Тайцы, которые прямо здесь, там вот сзади кухонька, они все готовят. Здесь все стоит по 30 копеек, как я говорю, по 30 рублей. То есть любой рис, любая лапша, это все свежее, с креветками, с курицей, ну, с чем угодно. Вся тайская еда по 30 копеек. Здесь вот именно в этих двух хибарках питаются все тренера Синби, и сам владелец Синби питается здесь. То есть качество отменное. Я сам здесь периодически заезжаю, когда мне хочется поесть пад-тай, именно тайская лапша такая специальная, то я приезжаю только сюда. То есть, если вы видите вот такие места, и там сидит много тайцев, можете смело питаться здесь. И прямо рядом с этой столовкой, обратите внимание, би-массаж, видите? Би — это пчелка в данном случае. Я вам очень рекомендую, потому что он один из самых качественных здесь. Здесь работает тайка, Кунг Би, Мадам Би. Она учит местных таечек массажу, то есть она преподаватель у них. И если попасть к ней, там надо чуть больше заплатить, на 100 рублей. Но с ней заранее надо договариваться. Так как делает массаж она, не делает никто. Момент, парни, если вы приехали на массаж в Таиланд, то не питайте иллюзий, что здесь все тут врачи какие-то. Они вам будут делать массаж как здоровому человеку. Если у вас, не дай бог, какое-то защемление, какая-то боль, какая-то старая травма, заранее предупредите. Если у вас пошли болевые ощущения, моментально останавливайте, потому что они достаточно сильно гнут. Я видел тут ребят все со свернутыми шеями. У нас, к сожалению, наш один товарищ приезжал вот из Санкт-Петербурга. Сейчас у него была шея уже травмирована на боксе, он плохо нырнул. И ему тайки на массаже ее добили. Поэтому массаж тоже палка о двух концах. Вы подходите к нему разумно. Если вы не нашли вот такой вот массаж, который я рекомендую, делается все просто. Заходите, меняйте их каждый день. Как только найдете свое, вы сразу это почувствуете. Еще раз напоминаю, что на пляже я бы не рекомендовал делать массаж. Ну, на моей памяти ни разу мне там хорошо не сделали и никому из моих друзей не сделали. Так что вот так. А мы пока едем в Синби. Давайте, скоро увидимся. Парни, это наш постоянный герой, это сын старшего тренера Пота. Пот сейчас в монахах, как я вам сказал. А пацан пришел со школы, он уже ходит в школу. И смотрите, что творит. Работает здесь тренером, кстати, проводит тренировки, получает за это деньги. Правильное воспитание детей — это очень важно. Ну что, мы начинаем разминаться. Я сегодня буду больше болтать. Сейчас подъедет очень много наших русских ребят. Я всех их представлю, они все скажут по слову. И все они сюда попали благодаря мне, посмотрев фильм «Страна боксеров». Смотрите фильм «Страна боксеров». Приезжайте в Таиланд, занимайтесь спортом, перестаньте быть... Понятно? Вот сейчас, парни, смотрите, это Синг, это владелец зала. Меня долго и неоднократно спрашивали, почему я тренируюсь именно в Синби. Здесь много очень хороших кемпов. Не верьте парням, которые вам говорят, что тут есть кемпы, где занимаются только тайцы, а фарангов учат не этому. Все это бред. Есть кемпы, где нету фарангов, это север, просто потому что там нет туристов. Понимаете, а учат ровно тому же. Я ездил туда в эти кемпы, занимался. Чем знаменателен Синби? Синг, он сам кореец, он Синг Тэйвонг, вот как его зовут правильно.
Он вошел в историю тайского бокса тем, что стал чемпионом по взрослым на Лумпини в 16 лет. И это за всю историю тайского бокса, с того момента, как фиксировали эти моменты, парень с самым быстрым ударом ногой. То есть он поныне сохранил чудовищную скорость ударов ногами. Я представляю, что это было в молодости. Он сейчас таким животиком ходит, но тренер великолепный, пады держит великолепно. И сейчас, ну вот, может, благодаря моим стараниям, Синби стал таким русским кемпом. Все знают, что здесь очень много русских. Сейчас вы увидите, сколько здесь наших парней. Они все занимаются. Давайте, присоединяйтесь к нам. Давайте заниматься боксом. В конце концов, мы же самые сильные. У меня тренировка сегодня такая, да, перемежающаяся с комментариями на камеру. Вот смотрите, вот кемп, любой кемп здесь, вот здесь в 200 метрах есть Леон, он поновее, там поновее домики. Это Синби, вот здесь проживание месяц, чтобы сразу понимали, потому что постоянно задаете один и тот же вопрос. Неделя проживания вместе с 2 тренировками в день $300. Все. И вы селитесь вот в таком вот домике. Если вы купили билеты, вы прилетели до Пхукета, доезжайте до кемпа, не снимайте жилье никогда наперед. На месте вы всегда найдете. Вот здесь в округе у нас в радиусе 2 километров перепад цен от 1000 рублей в день до 3000. Но за 3000 рублей, это $100 в день, это уровень 5 звезд. Настоящий уровень 5 звезд, это с бассейном, со всем чем можно, чем нельзя. Можно найти за 600 рублей в сутки. Маленькую комнатушечку с кондиционером, с холодильником, который будут убирать, там, с чистым бельем. Поэтому я рекомендую просто приезжать по месту, уже выбирать кемп, где вы трудитесь, селиться либо в кемпе, либо, если вам нужны чуть получше условия, то прям просто сесть на мотобайке, проехать по округе. И вы решите этот вопрос моментально. Я вас уверяю. Приезжайте к нам. Теперь вы понимаете, почему я выбрал именно этот зал для своих занятий боксом. Вот, когда владелец зала работает вот так, каждый день по 2 тренировки, ну, здесь не могут работать плохие тренера. Кстати, в кемпе, в Синби, все тренера имеют минимум 150 боев, 150-200 боев, 150-200 боев. И все чемпионы. Так что делайте выводы. Хорошо. Все, представляете, сколько тут приезжает, очень много русских приезжают посмотреть как на спектакль. Вот это тоже бывшие спортсмены, они вот, правда, там в основном сидят. Обратите внимание на них, вот это, ватерполисты. Это тоже занимались. Это группа начинающих боксеров, да, они вот только собираются влиться в наши ряды. Немножко знаю. Привет, как дела? Нормально. Ну все, ладненько, давайте отдыхайте, мы пойдем потренируемся. Вот еще один русский маньяк. Его зовут Виталик. Подойди. Здравствуйте. В прошлом спецназовец ФСБ, сейчас это уже не секретно. Наш парень, мы вместе служили. Он чуть помладше, правда. Ну и понахальный, понимаете? Вот. А сейчас он приезжает сюда, занимается, он хороший рукопашник, а здесь осваивает тайский бокс, у него неплохо получается. Будешь приезжать еще? Конечно. В прошлом году, благодаря Сергею Николаевичу, случайно заманили в этот клуб. После этого не представляю больше В своей жизни без Таиланда. и без тайского бокса. Молодец, как сказал, а? Запомните это. Давай, тренируйся дальше, не будем тебе мешать.
еще не всех русских вам представил. У нас здесь ребята, это мои братья из клуба Hells Angels Russia. Они приехали и занимаются здесь боксом уже второй год. Ребята суровые, говорить не будут. Вы сейчас просто посмотрите, как они работают на тренировке. И берите пример. Берите пример, становитесь сильнее, становитесь мужественнее, занимайтесь делом. Очень приятно, когда здесь много настоящих, сильных русских мужчин. Меня это очень радует. Пойдем посмотрим, у нас один колобок, боевой хомячок, сейчас работает в ринге на падах. Мы его снимем. Илюша, сколько у нас весит? Сейчас 135. 135, исхудал, 15 килограмм сбросил. Пойдем посмотрим, что он там творит. Пойдемте с нами. Ну вот, собственно говоря, и Илюша, это тоже наши ребята в ринге сейчас работают. Посмотрите, какой красавчик. При своем-то весе. Я встретил тут нашего старого знакомого Сашу Воронова, вы его помните по первым двум частям. Он снова приехал, первые две части страны боксеров. Санек, как тренируется? Сколько веса потерял? Нет, раз, я не хочу говорить много. Достаточно, чтобы быть довольным. Ну, приедешь на следующий год еще? Да, я считаю, что сюда нужно приезжать, лучшего места нет. И для мужчины, которому около 40, не будем говорить с какой стороны, лучше места нет во всех смыслах. В смысле спорта, в смысле солнца, еды, хорошего общения, достойных людей. Приезжайте сюда, здесь хорошо. А я вам открою маленький секрет. Синг, владелец зала, попросил Сашу дать пару мастер-классов английского бокса. Это о многом говорит. Он реально подошел, правда, Саша сказал ему сразу 500 бат for lesson. Ну, бесплатно это, конечно, он делает это бесплатно. Но это оценка вот советской школы бокса. Я вам сейчас представлю еще ребят, которые сюда приезжают. Они приехали из Владивостока. Это папа и сын. Хорошие ребята, нормальные такие. Посмотрели вот первые две части и решили, что им надо быть здесь. И они здесь уже месяц тренируются вместе с нами. Санек, тебе спасибо. Извини, что мы тебя оторвали. Потом подеремся. Сережа, тебе спасибо за то, что в свое время пригласил. Все, приезжайте к нам. Я пока не буду мешать Саше, я пошел за следующим. Вот. Это папа и сын, так чтобы вы понимали, это не два родных брата, они просто очень похожи. Парни из Владивостока, я думаю, они сами представятся и скажут, что они тут делают. С удовольствием. Меня зовут Денис, это мой сын Игорь. Мы приехали с Владивостока. Давно интересуемся творчеством Сергея Бадюка. Он нас, скажем так, духовный вдохновитель, да? И вот смотрели фильмы в YouTube «Страна боксеров». Вот как бы благодаря этому фильму мы оказались здесь. Нам очень понравился его фильм про Симби. Он именно вот много залов описывал, но вот этот вот зал, да, Игорь? Да. Такой, какое здесь отношение, какие тренера, как вот тренируют. Какая компания. Да, как по-домашнему. Домашняя обстановка. Но ребята берут по 2 тренировки, чтобы вы понимали, они не такие халявщики, как я. Но я, правда, подкачиваюсь еще. Папа с утра десяточку бегает, у этого 2 тренировки в день. Тебе сколько лет, Игорь? 16 лет. Вот знаете, что вот папы, сейчас, внимание, папа, дай крупный план мальчика и поймите, как должен выглядеть русский мальчик в 16 лет. Вот вы меня увидели, вы меня услышали. Вот этот папа занимается делом. А вы чем занимаетесь, пока непонятно. Копите деньги и приезжайте сюда заниматься вместе с нами боксом. Спасибо вам, парни. Совмещайте приятное с полезным. Да, привет Владивостоку. Спасибо Сергею большое. Будете в третья часть страны боксеров. Давайте встанем. Все, мы тренироваться пошли, мы дальше работаем. Китайцы бинтуют руки немножко иначе, на самом деле. Боксерская школа бинтует таким образом, чтобы кулак был жестче и более, кости были более открытыми для... А каратисты вообще не Да, для более серьезного, более нокаутирующего удара. Китайцы так бинтуют более мягким. Рука больше, чем перчатка. Заметьте. Yes, I did it. Давай. Еще какие тут боксеры бывают, а вы сюда приезжать не хотели, а? Это Маша, подруга Виталика, которая нас предупреждал. Так что ведите себя аккуратно. Не прижимайся ко мне, Виталик стоит. Так, мы готовы.
Вот вы видите, какая здесь атмосфера, все трудятся, все общаются нормально, очень по-дружественному все, но есть моменты, от чего бы я вас хотел предостеречь. Это касается любого боксерского зала, не только Синби. Вас всегда будут загонять. Вы приехали в первые дни, берите максимум час тренировки, потому что адаптация очень жарко. Я в этом году упал, уже сколько лет езжу, упал просто. Хватанул давление и третья тренировка была в день. Не перегружайтесь, здесь очень жарко. Если тайцы вас заводят, то есть там 100 ударов, вы знаете свой предел. Не ходите дальше. Останетесь без здоровья. Масса ребят посрывали спины, посрывали ноги. Если вы с 16 лет, с 10 бьете эти 100 ударов, то вы их ударите легко. А если вам надо бить хук левой, хук правой, и в принципе вам больше ничего не нужно, то не идите на поводу у тайцев. Они заводные, они провоцируют. Меня загоняли не раз, но проявляйте немножечко ума. Еще один важный момент. В зале постоянно идут спарринги. Спарринги идут в больших перчатках, работают все со всеми. И обязательно каждую тренировку найдется один идиот, который пытается кого-то засадить. Поэтому булки не расслабляйте. Меня дважды сажали на жопу. Руки здесь, вас будут бить. Рассчитывайте. Видите, они очень мягко работают, но будьте очень бдительны, потому что вот одна пара работает все хорошо, ты вышел на таком, на мягком, тебе бабах двойку, ты раз и сыпался. Тоже такой тонкий момент, поэтому берегите свое здоровье, прежде всего важно здоровье. Занимайтесь боксом, приезжайте в Таиланд. Фух. Обратите внимание, сейчас в ринге я увидел, это не постановка. В ринге работают одни русские. Вот эта девочка, которая в синих трусах вот работает нам спиной, это подружка Саши Воронова, которого вы видели, боксера. Он даже ее заставил заниматься боксом. Бедная девочка, мне ее жалко. А все остальные это наши ребята. Байкеры суровый народ. А нас ждет еще одна тренировка. Не расслабляйте булки. Пойдемте, ребятам, все руки пожмем. Я дотренируюсь, и мы отсюда стартанем еще в одно очень интересное место. А теперь, внимание, качки, не пропустите этот момент.
Повторяюсь, вот такая молодежь должна жить в России. Папы, задумайтесь, вот мальчики, берите пример, а вы, папы, задумайтесь, куда надо ехать с детьми. Игорек молодец, да? Ништяк. Самое лучшее место для тренировок это Симби ДБ. Ништяк, что по русскому языку, двойка не нужна. Иди боксируй, боксируй. Хороший мальчик, очень вежливый, очень воспитанный. Видно, что папа занимается делом, понимаете, он всегда придет в зал, всегда поздоровается, всегда там водички принесет. Ну вот нормальный ребенок, спортивный, развитый. Вот. Смотрю, душа радуется, вот побольше бы таких. Вот эти слоники, которых вы только что видели, это место на Ката-Бич, где встречаются, все встречаются, такое место встречи. Поэтому, если вы потерялись или к вам приехали друзья, и вы находитесь в районе Ката-Бич, пляж Ката, то назначайте место встречи у этих слоников. А мы продолжаем дальше. Закончилась тренировка по боксу, только еле-еле отдышался. И сейчас мы едем еще на одну тренировку. Мы едем на Патонг. И мы едем в самый лучший тренировочный зал, который здесь есть на Пхукете. Понятно, что его нельзя сравнить с профессиональной московской качалкой. Понятно, что это не те фитнес-центры, к которым мы привыкли. Но поверьте мне, что там есть много положительных моментов. И какие это моменты, я вам расскажу сейчас на месте. Особое внимание к качкам. Ждите. Снова здравствуйте. У нас еще одна тренировка. Мы приехали в самую лучшую качалку, которая есть здесь на Пхукете. Она принадлежит моему товарищу Киту. Он парень-байкер из Австралии. Сам он боец ММА, но выглядит как профессиональный культурист. И сделал вот этот зал, он недавно открылся. Для тех наших туристов, которые приезжают на Патонг, вы бы лучше время там не в борделях проводили, а вот в этом зале. Потому что зал чем знаменит? Во-первых, здесь по местным меркам очень качественно оборудованная качалка. Потом у него неплохой ринг стоит, и два очень хороших мастера тайца работают по боксу. И у него же здесь зал ММА, где он преподает сам, и где преподает два бразильца с черными поясами по бразильскому джиу-джитсу. И наша русская девушка проводит занятия по йоге. То есть, если вы приехали вдвоем с подружкой или с женой, то welcome. Цены, как везде, все очень дешево, причем тут же вам коктейльчик смешают и куча других приятностей, о чем я вам сейчас расскажу чуть дальше. Не оставляйте нас, я пошел в зал. Ну вот мы находимся в зоне боксерской, здесь вот тренера как раз тайцы находятся. В основном они здесь дают, конечно, частные уроки, здесь нету таких тренировок, как в Синби. Но если вы приехали, если вы только начинаете заниматься, если у вас большой опыт занятий боксом, неважно, частная тренировка – это всегда частная тренировка. Я вам честно скажу, что в неделю из 6 тренировок в неделю я 3 беру частных. То есть беру private lessons, потому что тогда я беру или пота, или синха. Синх стоит чуть подороже, но это чуть-чуть другой прорыв. То есть если у вас уже есть база, берите частные уроки. Берите частные уроки. Если вы возрастной клиент, берите частные уроки, потому что тренер очень сильно ориентируется на то, какое у вас самочувствие. Они тайцы, им не интересно, чтобы вы умерли здесь в ринге. И, в общем, вот так вот. Так что, если вы на Патонге, потому что с Патонга ехать до Синби достаточно далеко. Хотя для бешеной собаки 20 километров не крюк, и если ты боксер, ты поедешь в Синби. Вот, пока поснимаем, посмотрим. Gym open Open. 5 months. 4 months, just 5 months. 5 months. And Five months Thai boxing, 3 months in the fitness center. a lot of people.
We're up to 200 customers already, regular customers on a regular basis. Russian guys coming? We have about 40 to 50 Russians on a regular basis. 40 or 50 Russians. Great. And is there any bodybuilders, powerlifters? Real big guy, real strong. There's probably about 10 to 15% bodybuilders. The rest are fitness people, and then about 50% new people. Yeah. And then you get people that come from all over the world that stop in. I got Italians, lots of French, lots of Europeans, some Canadians, Americans. 1 minute. Я просто спросил, зал открыт всего 5 месяцев, 240 постоянных посетителей, из них, он сказал, процентов, сколько, 15 русских постоянно здесь находящихся. А я спросил по поводу бодибилдеров и качков, вообще, вот серьезных. Где-то процентов 15, говорит, профессиональные спортсмены, которые приезжают со всего мира сюда потренироваться, подхимичиться объективно. И знаете, чем этот зал по-честному хорош? Здесь, я уже говорил об этом, здесь не путают наркоманов и спортсменов. И в зале вам расскажут, что, как делать, вам всегда помогут. И поэтому, естественно, профессиональные спортсмены едут сюда, потому что ходить и прятаться там, не знаю, от госнаркоконтроля, это не есть хорошо. Я не призываю никого употреблять фарму, я просто говорю о профессиональном спорте. Я сам был профессиональным спортсменом, поэтому говорю правду. А вы хотите, смотрите, хотите, нет. Делайте выводы. Здесь очень хороший зал, здесь очень хороший хозяин. Кстати, обратите внимание, он не бодибилдер, он файтер ММА. Он файтер ММА, у него ни грамма жира, ему 37 лет. Он делает по 3 тренировки в день и чувствует себя замечательно. Делайте выводы. This man's Russian right here. Hello. I'm just saying that you are not bodybuilder, Oh, yeah. you're a professional fighter, Вы узнаете эти лица? I got sunburn, yeah, I know. Вы видите, я чуть пораньше уехал. Good, hello, how are you? А вот эти люди, это наши московские байкеры. Oh, yeah. Они приехали и сейчас после тяжелейшей тренировки по боксу вы видели, что творилось с Илюшей там. Они пришли качаться. Вот так вот, берите пример. Oh, you break? Виталик подъехал, давайте Виталик. Давайте еще идите, занимайтесь. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я еще не прощаюсь. Потренировались и здесь. Сейчас едем дальше. День катится к концу. Я хочу вам еще немножечко рассказать о Таиланде, о тех опасностях, которые вас, возможно, могут здесь подстерегать. И, в общем, двигаемся. Я уже устал немножечко, но двигаемся. Я думаю, что все равно будет интересно. Советую всем досмотреть.
Ну что, вот мы оставили все за спиной зал, а сейчас я провезу вас по отдельной улице. Эта улица называется Патонг-Бич, Бангла-Роуд. Это то, с чем ассоциируется Таиланд у всех. Это бары, это гоу-гоу, это дикое количество извращенцев на квадратный метр. Многие едут сюда за этим. Вы знаете, я сегодня постарался вам показать, снова постарался показать другой Таиланд, показать вам страну боксеров, место, куда можно приехать и набраться здоровья, поправить здоровье, стать сильнее, стать мужественнее, в конце концов, стать здоровее. А что вам выбирать, решать вам. Я решил все-таки показать эту улицу. Единственное предостережение для тех, кто сюда все-таки ныряет, ребят, любовь с местными красавицами заканчивается в Московском институте паразитологии. В каждом третьем случае. И московские врачи, у меня там есть знакомый врач, они удивляются, как это можно лечить. То есть это не лечится. Если вам уже так не имется, здесь очень много русских туристок приезжает. Они тоже ходят, гуляют как-то. Держитесь своих. Это мой вам совет. Боксеры. Вас это тоже касается. А пока посмотрите, просто вот мы сейчас проедем по Бангла. Я поехал днем, я вечером сюда не заезжаю, потому что это невозможно. Тут, как-то, не мое. Не сложилось. Хотя, многим нравится. Так что это тоже часть Таиланда, и я обязан вам ее показать. А, кстати, тут еще продается дикое количество всяких там кастетов, дубинок и прочего. Если вы, не дай бог, это везете и летите через Сингапур, то в Сингапуре вы усядетесь в тюрьму. Я вас сразу предупреждаю. Там весь транзитный багаж просвечивается. И у меня ребята отсидели по 4 месяца в тюрьме за ввоз в страну холодного оружия. Им еще сильно повезло. Там от 4 месяцев до 3 лет. Им дали по нижней планке, и они честно отсидели в тюрьме. Поэтому будьте крайне осторожны. Это холодняк, и оно вам не надо. Вы же боксеры. Так. Вот такой вот этот райончик. Видите, да? Вот сидят безобразные тела, занимаются не пойми чем. По вечерам постоянно драки реально. Кстати, о драках. Если вы подрались в Таиланде и не применялось оружие, то вам выписывают штраф 500 рублей и отпускают домой. Но проблема в чем? Что если вы начинаете драться с местными, с тайцами, их появляется как из-под земли толпа, и они сразу, не задумываясь, пускают в ход оружие. Бутылки, самое безобидное, что летит в ход. Ножи просто вот по счету раз. Причем, предупреждаю вас, что местные полицейские, местные мафиози, а их тут не отличают, каждый ходит с заряженным кольтом. У некоторых по 2 в машине. У меня есть просто здесь знакомые, я и стрелял с ними, ездил, смотрел. Очень много людей с оружием, причем, поверьте, что таец, если выстрелит в вас, то ему ничего не будет. Поэтому не надо тут ничего рассказывать никому. Тут чужая страна, надо уважать их законы, надо уважать их порядки. И я надеюсь, что этот фильм смотрят все-таки вменяемые спортсмены, настоящие боксеры, настоящие фанаты бокса. И чтобы хоть что-то вынесли из этого фильма. А сейчас пора ехать домой, потому что мне еще полчаса работы на Макеваре, и надо идти ужинать, в конце концов. День был длинный. Ну что, братцы, вот и день подошел к концу. Сейчас я по дороге домой заехал еще раз на Viewpoint. Мы сегодня здесь были. Вы видите, как много людей, потому что здесь самый красивый закат. Что вам хочется сказать? Спасибо, что вы досмотрели все до конца. Спасибо вам за то, что вы интересуетесь спортом. Я надеюсь, что этот фильм сделает что-то полезное, что кто-то, может, не приедет в Таиланд, может, не станет заниматься в Синби, но возьмет своего пацана и отведет его на секцию бокса, понимаете, на секцию борьбы, и сам пойдет в зал, в конце концов, бросит пиво, бросит водку. Я очень надеюсь, что этот фильм вам действительно поможет. Ну а сейчас, в самом конце, я хотел бы очень поблагодарить эту замечательную пару ребят, которых сейчас вы не видите. Они вот сзади, они вот с вашей стороны. Это Саша и Таня. Если бы не они, этого фильма бы не было. И я вас очень прошу,
досмотрите после того, как я с вами попрощаюсь, посмотрите небольшой промо-ролик о том, чем занимаются эти люди, и вы не пожалеете. А с вами был Сергей Бадюк, фильм «Страна боксеров», часть 3, которую я снимал для сайта badyuk.com и для самого лучшего сайта по боевым искусствам в интернете, для Allboxing.ru. Счастливо, увидимся! Mademoiselle, j'ai des secrets, des choses que je sais que je t'ai. Un vieux bubblegum, colle soulier comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum colle à la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour. How long are you willing to go before you reach all your selfish goals? Punchline after punchline,